Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда входит Джавахир с трубками на спине, он привлекает внимание барана. Когда баран спрашивает господина Кудрета, будут ли закончены эти сантехнические работы, господин Кудрет объясняет, что их работа внутри закончена, и они будут работать в саду. Когда Дилан спрашивает, стоит ли нам идти домой сейчас, баран не может оторвать глаз от Джавахира и пытается увидеть его лицо. Когда Беран не приходит, Дилан начинает говорить «я ухожу», и как только у нее кружится голова, Беран заботится о ней и перестает искать. Хасан платит много денег охраннику у двери, чтобы тот впустил Джавахира. Они идут к месту ремонта в саду в сопровождении охранника, который их ждет. Джавахир говорит, что пришло время прийти и заставить барана пережить самый болезненный день. Беран вызывает врача в особняк Дилана. Хотя Дилан говорит, что вы преувеличиваете, Берана это не убедило, и он говорит, что врачу нужно это увидеть, пойдем в комнату и послушаем. Пока Берк наблюдает за Ясминой издалека, он говорит, ты ждешь, пока я приду и спасу тебя, не так ли? Давай, дорогая, нам уже почти пора встретиться снова, и силой открывает дверь ножом. В его руке. Беран сопровождает Дилана в комнату, усаживает его на кровать и снимает обувь. Дилан говорит, что не из-за чего беспокоиться, слушай, теперь со мной все в порядке, все кончено. В этот момент привозят Гуль Миран с коляской. Говорят, что госпожа Азади и Гуль не едят и не отдыхают. Мы не могли остановить ее, когда она была беременна, и теперь не можем заставить ее есть. Дилан говорит Берану, у тебя была встреча, уходи, ты потерял работу, я не одинок, ты видишь это здесь. Беран говорит, вы мои самые ценные люди в этой жизни, моя самая большая работа – следить за тем, чтобы вы и мой сын были здоровы. Пока госпожа Азади разговаривала с Гулем и Диланом, говоря, что она вообще не обращает на себя внимания, с этого момента вам следует уделять внимание еде, к ним приходит Хасан. Когда госпожа Азади сообщает, что Дилан нездоров и баран вызвал врача, Хасан говорит, что у него была встреча. Госпожа Азади злится и задается вопросом, как он мог оставить Дилана в таком состоянии. Пока Хасан думает, что если баран не уйдет, все пойдет очень плохо, Джавахир отправляет сообщение, в котором говорится, что нам не следует разговаривать. Хасан подходит к нему и делает вид, что спрашивает о работе, и отводит его в сторону. Когда Хасан говорит ему, что баран не покинет особняк, он говорит ему, что ему нужно уйти. Когда Хасан-баран входит в особняк, пока его там нет, и спрашивает, что он собирается делать, он злобно улыбается и говорит ему, что я оставлю ему небольшое сообщение и не оставлю при себе его крошечный телефон. Когда Берк входит в дом, Ясмин ищет его, спрашивая, где он, когда перед ним появляется Харун и здорово ее избивает. Джевдет забирает Берка у Харуна. Врач говорит, что с Диланом все в порядке, но ему нужно есть более регулярно. Когда Беран говорит, что ты ничего не слушаешь, с этого момента тебе следует быть осторожнее, Дилан обещает, что с этого момента он будет осторожнее. Когда Гизем приносит еду Дилану, и Дилан пытается больше ее не есть, баран говорит, что еда закончится, и жалуется на Дилана Мирану. Дилан просит Мирана отвезти его к Берану, чтобы он переоделся. Когда он говорит «иди скорее, сын мой, он будет скучать по тебе», баран садится рядом с Диланом и говорит «ты бы не скучал по нему». Когда Дилан говорит «я немного скучаю по тебе», Беран говорит «немного». Когда Дилан говорит «приходи быстрее, мы оба очень скучаем по тебе», Беран говорит «я приду прямо сейчас». Пока Гуль помогает Гизем на кухне, приходит Азра и снова начинает над ней подшучивать. Чтобы вызвать зависть Гуля, он упоминает бывшую девушку Ферата Шебнем и говорит, мы думали, что он женится на ней, но были очень удивлены, когда он внезапно женился на тебе. Пока Беран покупает одежду в комнате Мирана, он снова замечает плюшевого мишку и подходит к нему. Затем, когда рабочие снаружи привлекают его внимание, он начинает наблюдать за ними через окно.
После этого он берет подгузники и одежду для Мирана и выходит из комнаты. Цеврия и Ясмин ждут снаружи, боясь, что что-то случится с Харуном и Джевдетом. Ясмин вспоминает, как они поймали Берка в ловушку. Джевдет приходит к ним и сообщает, что Харун поймал Берка, и их тоже пришла полиция. Он рассказывает им, что произошло, и говорит: «Давайте зайдем внутрь, мы пойдем в полицейский участок и вернемся». Пока Дилан разговаривает с Мираном, к ним приходит Берон. Когда Берон говорит: «Иди спать и отдохни», Дилану прямо говорит, что с ним все в порядке, я проведу немного времени с сыном. Пока Берон злится на него, он внезапно чувствует его запах, и когда они оба наклоняются к Мирану и нюхают его, они понимают, что он какает. Дилан пытается сбежать, говоря: «Я болен и иду спать», а Берон злится, потому что ты был хорошим и знал себя. Каким бы ни был Дилан, они могут открыть дно только вместе, потому что они вместе. Азре удается разозлить Гуля. Гуль хватает Азру за волосы и выгоняет из кухни. Когда приходит Ферат и спрашивает, что происходит, Гуль возвращается на кухню и говорит: «Я сожалею, что не сделал этого раньше, мы поговорим позже, дорогой Ферат, позволь мне насладиться этим моментом». Когда Ферат спрашивает: «Думаю, встреча отменяется», Азра пристально смотрит на него. Берон и Дилан чистят подгузник Мирана и укладывают его спать. Затем, когда Дилан говорит, что у него немного болит спина, Берон делает ему массаж, и они очень сближаются. Они представляют, что вместе празднуют первый день рождения Мирана и что все вместе с ними. Пока они мило болтают, Дилан начинает зевать. Когда Баран говорит: «Поспи немного», пока Миран спит, Дилан хочет возразить, Берон говорит: «Послушай громкое слово» и ставит его на колени. Они болтают так некоторое время. После того, как Дилан говорит: «Я очень тебя люблю», Берон говорит: «Закрой глаза». Джавахир звонит Шаиру и договаривается о встрече. Иногда он разговаривает сам с собой, звонит кому-то другому и говорит, что «я хочу от тебя кое-чего, потому что тебе придется чем-то пожертвовать, чтобы победить». Пока Ферат сидит задумчиво, господин Кудрет спрашивает: «Что случилось, сынок, что-то не так?» Ферат ничего не говорит, а тем временем господин Кудрет получает известие о том, что местонахождение Шари обнаружено. Ферат говорит: «Позвольте мне немедленно отправить сообщение моему брату, ребенок сейчас спит и не просыпается». Дилан вскакивает и говорит: «Миран», когда она просыпается, Баран говорит: «Успокойся в своей кроватке», и говорит Дилану, что мне пора выходить, ни о чем беспокоиться, это хорошие новости, я надеюсь, что конец будет хорошим. Дилан говорит, что ты снова что-то от меня скрываешь, но будь осторожен, я тебе доверяю. Когда Ферат и господин Кудрет выходят из двери, Гуль спрашивает, куда они идут. Когда Ферат говорит пойти погулять, Гуль настойчиво отвечает «хорошо». Когда Баран идет за ними, Гуль Дилан спрашивает: «Баран проснулся?» Берон просыпается и предупреждает его, чтобы он не оставался один. Когда Джавахир Баранс садится в машину и выходит из особняка, они слышат, как люди говорят: «Да, время приближается». Дилан разговаривает с Мираном: «Моя мама, ты всегда должна быть здорова, ты лучший подарок для меня и моего отца». Хасан убирает ожидающих Джавахира стражников и облегчает ему вход. Когда Дилан приходит на кухню, Гуль настаивает: «Я тоже собирался зайти к тебе, давай прогуляемся по саду». Госпожа Азади говорит: «Пока ребенок спит, ложитесь спать и спите, будьте осторожны в своих действиях». Когда Дилан говорит, что на самом деле было бы неплохо немного прогуляться, госпожа Азади протягивает ей шаль на спине и говорит: «Возьмите это, не позволяйте ветру унести это, я встану через минуту». «Не волнуйся, Миран с тобой». Они идут, пока Гуль рассказывает Дилану, что произошло между ней и Азрой. Входит Джавахир Баран Карабей и говорит: «Я застрелю тебя в твоем собственном доме, это самый значимый визит, который я когда-либо совершал в этот особняк». Когда он входит, слышит голос Гэжи Азади и быстро поднимается наверх.
Пока баран находится в дороге, звонит господин Кудрет и сообщает, что один из охранников в особняке пропал и никто не знает, где он находится. Берон говорит, что у меня странное чувство: папа, я вернусь в особняк, держи меня в курсе событий. Пока Джавахир искал комнату Дилана и барана, когда он услышал, как госпожа Азади сказала: «Я присмотрю за ребенком, а ты можешь позаботиться об остальной работе, дочь», Миран проходит через дверь, украшенную ребенок. Когда он добирается туда и видит, что Мирана нет, он снова высовывает голову и смотрит, в какую комнату вошла госпожа Азади. Затем, вынимая пистолет из плюшевого мишки и готовя его, Берон говорит: «Тебе будет очень больно вспоминать эти дни». Леди Азади смотрит на Мирана, любит его и говорит ему приятное слово, пока он спит. Когда госпожа Азади выходит из комнаты, Джавахир следует за ней, и когда она уверена, что она ушла, Джавахир говорит, что ваш дядя придет навестить вас, и направляется к комнате. Прогуливаясь с Диланом Гулем, он чувствует боль в груди. Хотя Гуль говорит: «Ты услышишь ее крик, не волнуйся», когда Дилан Гуль говорит: «Пойдем», Миран просыпается, и пусть он увидит меня. Когда он откроет глаза, Гуль убежден, и они заходят внутрь. Джавахир наконец достигает кроватки Мирана. Миран просыпается и издает звуки. Рука Джавахира дрожит, когда он держит пистолет. Он думает о том, чтобы положить пистолет в карман и взять свою маленькую подушку, чтобы задушить его. Цеврии заваривает Ясмин травяной чай, чтобы она успокоилась. Ясмин злится на себя, говоря: «Я не верила, что Бек такой человек, как я могла этого не видеть». Когда приходят Джевдет и Харун и говорят, что мы от радости спаслись, девушки сначала от радости обнимают друг друга, затем Джевдет обнимает Цеврии, а Харун очень удивляется, когда Ясмин обнимает Харуна. Когда Ясмин спрашивает, не приедет ли он снова, Харун отвечает: «Нет, у этого человека слишком большая судимость». И Ясмин говорит: «Я так боялась, что с тобой что-нибудь случится». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.